А если я спрячусь за микрофон, мое лицо будет в фокусе. А если я закрою глаза? Но я не вижу. Ладно, на монтаже посмотрю. И да, честно вам скажу, что камеру я купила абсолютно не для улучшения видео. Странно, но это так. Камеру я купила для себя, потому что я люблю камеры. И камера это для меня дополнительный мотиватор снимать видео. И, честно говоря, у меня просто руки чесались быстрее начать снимать на нее. Ну, как-то так. Эта камера снимает 8К видео. Но, конечно, я не буду снимать видео в 8К. Даже в 4К не факт, что буду снимать. Скорее всего, нет. Ну, может, иногда. Потому что... Почему? Да, давайте будем честными. Большинство из вас смотрит видео на телефоне. Мало кто смотрит видео в 4К. И зачем мне напрягаться лишний раз? Ну, ладно, может, иногда буду, но не суть. Показывает, что камера уже перегрелась. Чего? Чего? То есть она сейчас вырубится. Я записываю 5 минут. Ну ладно, я там еще настраивала долго. Блин, нет. Давай мы запишем видос, а потом ты выключишься и охладишься. Вот зараза. Блин, еще живот урчит. Не задался этот видос, не задался. С чего все вообще началось? Во-первых, недавно у Sony вышла новая камера Sony Alpha 7 Mark 4. Предыдущем все перегрелось, сука. В общем, с чего все началось? Недавно у Sony вышла новая камера, это Sony Alpha 7 Mark 4. И, конечно, у меня загорелись глаза. Но когда я посмотрела ее характеристики, я разочаровалась. Да, разочаровалась. И поэтому, ну, глаза-то у меня уже горят. Так вот, я стала смотреть другие камеры у Sony, более дорогие, чем моя прошлая. А прошлая моя камера это Sony Alpha 7 Mark 3. И она меня, в принципе, полностью устраивала. Вот. В общем, разобравшись в камерах, я поняла, что идеальная камера для видеосъемки. Сразу скажу, что я не говорю про профессиональные такие огромные камеры, про обычные со сменным объективом. Это, в общем, идеально для видеосъемки, специально сделана для видеосъемки. Это камера Sony Alpha 7 S3S. Да, я посмотрела по характеристикам, реально классная камера, но фото она делает так себе. А все-таки мне важно и как видео, так и фото. Поэтому
все потому, что у меня поставлены брекеты. Пока что только наверх. И в феврале мне поставят еще на низ. Вообще, я давно собиралась поставить брекеты. Но все откладывала. Я бы уже давно их относила. Ну ладно, не суть. Надеюсь, через пару лет я скажу себе спасибо. Вот. Чем вы занимались в новогодние праздники? Я, кстати, отдыхала. Я не хотела отдыхать, но так получилось, что я отдыхала. А еще смотрите, что я купила на Авито. Старая керосиновая лампа. Конечно, это для видео. Так. Такая прикольная. Вы видите? Красиво. Тут есть фитиль, все как положено. Осталось купить керосин и попробовать ее зажечь. На самом деле я боюсь, но придется. Вообще, с чего все началось? На Авито я наткнулась на прекрасную старинную печатную машинку. Конечно же, для видео. Все я покупаю для видео исключительно, потому что я абсолютно не привязана к вещам. И я готова выбросить любую вещь из своего дома. Да-да, и его тоже. Так вот. Что говорила? Так вот, короче, обычно печатные машинки такие, знаете, в пластиковом основании. Некрасиво, абсолютно от слова совсем. А это было полностью металлическое. В общем, как надо, как я люблю. И я ее сразу же купила. Ну и понеслось. Я еще купила старую швейную машинку Зингер в самом наилучшем качестве сохранности. Потом я купила старые журналы. Тоже там для одного видео мне надо. Еще знаете, что я купила? Я купила старые пуговицы советские в банке. У кого дома раньше были пуговицы в какой-нибудь коробке, там, я не знаю, банке. Я очень любила с ними играться, рассматривать их. У меня они были, но, естественно, они уже давным-давно выброшены. И тут я что-то захотелось мне купить, да. И я купила. Там есть разные пуговицы. В общем, я уже миллион раз пожалела, что записываю это видео в 4К, потому что намучилась я капец. Камера перегревается. Раньше никогда не сталкивалась с такой проблемой, даже если записывала видео всю ночь. Никогда. Ну, здесь нужно будет в настройках еще полазать, подключать всякие дополнительные штуки, типа соединения со смартфоном. Наверняка там все включено. Bluetooth и все прочее. Так вот, я думаю, что это видео будет наверняка коротким. Но все-таки это просто тест камеры. Так, это просто резкая проверка фокуса. Ну ладно. Пока что работает. Мерцает. Так, про камеру рассказала. Про брекет рассказала. Про старинные вещи рассказала. Так, что еще? Чем вы, кстати, спрашивала. Но еще в новогодние праздники я играла в игры. Кстати, записала еще одну прикольную игру про котика. И она выйдет, скорее всего, в феврале. Прикольная игра, которая ломает четвертую стену. Поэтому обязательно посмотрите. Хочу еще поиграть в одну игру, но на нее, как же называется, что-то там, Леперсборн. В общем, я все жду русификатор, а нету даже стороннего русификатора, на нее нет. Но есть мобильная версия, и там есть русский язык. Вот я думаю, может мне тогда в мобильную версию поиграть. Что думаете? Кто знает эту игру? Стоит ли мне играть в мобильную версию или подождать русификатор на ПК? Это игра типа Тамагочи, только вместо питомца у вас будет ребенок. А так, типа Тамагочи, что-то типа того. Вот. Что еще? Что еще? А еще я посмотрела Аркейн. Да, я буду делать косплей на Джинкс. Он мне уже пришел. Я бы давно его сняла. Но проблема в том, что мне очень долго идет пистолет.
иногда Жабика стримы. Кто-то смотрел стримы Жабика? Вообще, наверное, Жабик — это единственный блогер, которого я так давно смотрю. Наверное, около 7 лет. Обычно я блогеров смотрю месяца по 3-4 и забрасываю. А тут очень долго. Очень-очень долго. Так, что еще? Что еще? Кстати, я отключила Ready Shot или что-то такое, и камера вроде бы даже не показывает перегрев. Странно. Но, честно говоря, в 4К у меня больше нет желания снимать. Так, а как мне еще ее протестировать, скажите мне? Как еще мне ее протестировать? Ладно, давайте я у вас спрошу несколько советов. Во-первых, мне очень нужна функция, которая есть в этой камере. Это отслеживание автофокусом какого-то предмета. То есть я нажимаю, например, на экран, и автофокус будет следить за этим предметом, пока он не выйдет за пределы кадра. Но у меня монитор. И монитор без сенсорного управления. Если я куплю монитор с сенсорным управлением, я смогу все те же действия, что и на экране камеры, делать на мониторе. Скажите мне, смогу или нет? Опять перегрев. Короче, все, на этом все. Пока что она не выключилась. Придется, походу, покупать пустышку, чтобы она так быстро не перегревалась. Непорядок. Я не знаю даже, насколько